Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз. Что спешит в вашу жизнь до конца марта? Практически с 20 по 31 марта. И что вас ждет, и что прояснится? Март месяц такой своеобразный, в разных энергиях. После 20-го тут как будто обстановка кардинально меняется, по крайней мере, по энергиям. И это как время постепенного пробуждения, но с глубокими смыслами. Это как смена энергии и одновременно направлений. И до 20 марта много энергии рыб, потому что много транзитов, самых разных, но и солнце в рыбах, у нас, кстати, 19 числа новолуние в рыбах, и это, знаете, всегда новолуние мы расцениваем как приток новой энергии. Это стало быть какие-то свежие идеи, это уже, знаете, больше решимости к тому, чтобы именно действовать, осуществлять, но у нас еще до 20-го, включая по 19-го ретроградный Меркурий, мои дорогие. Поэтому тут многие вопросы, которые стояли на паузе, мы можем совершенно отчетливо надеяться на то, что после 20 числа, и у нас Солнце уже будет в Овне, а до 19-го это у нас Солнце в Рыбах. И поэтому, ну вот именно пробуждение, тут по-другому и не скажешь. Поэтому после 20 числа мы можем рассчитывать на то, что постепенно те вопросы или дела, которые несколько подзастряли, примут привычный ход. Или шаг за шагом будет больше ясности, даже вот во внешних событиях, которые нас окружают. Поэтому давайте с вами и рассмотрим 10 важных дней марта. Я могу предположить даже астрологически. И у нас сегодня две колоды. Первая 78 дверей. Открыты двери или закрыты, всегда мы говорим, да? И вот на этой колоде мы достанем 3 знака судьбы, 3 карты. Что вам важно знать, что вот прямо сейчас важно услышать, но вопросов не задаем, позволим картам раскрыть нам. Возможно, это как сферы деятельности, где вам доведется принимать важное решение, ну или обдумывать вы что-то будете, может быть, да, к чему-то готовиться. Такое может быть, знаете, состояние, как будто мы перед прыжком вот так вот замерли. Мы все подмечаем, анализируем. Ну, давайте пойдем дальше, и на колоде Таро мы спросим, так что же скоро произойдет? Что ждет вас? Какой поворот событий возможен? Или в какой, опять же, сфере жизни? Ну и, соответственно, что идет в вашу жизнь? Буквально спешит вместе вот с какими-то, может быть, событиями, или, а возможно, это известие. Бывает, от одной новости у нас тоже многое меняется. Третья карта. Что прояснится? Вот именно, что прояснится в вашей жизни, или как, возможно, какой-то тот вопрос, который вы уже сейчас, да, вот он у вас пока на паузе, мы говорили о планетарных транзитах, а здесь, может быть, шаг за шагом больше ясности будет. И по основным сферам жизни. Что ждет львов? Любовь, личная жизнь и взаимоотношения в целом. Что ждет по работе, достижения, важные встречи, контакты, ваши планы, у кого-то учеба. И финансы. Что ждет? Первый знак судьбы, подсказка, 9 мечей. Что-то не устраивает львов, это точно. Ну, во-первых, 9 мечей – это не карта действия. Дверца как будто открыта, но, может быть, действительно вот эти ограничения, которые не весть откуда взявшиеся, или какое-то дело стало на паузу, или, может быть, вы именно уже долгий даже период занимались каким-то вопросом, а ВОЗ и ныне там. Но давайте немножко проясним. Мечи – это явно вы обдумываете, мечи – это интеллект, мои дорогие. Поэтому хоть и в классической колоде в основном это идет, а мы с вами рассматриваем карты с позиции позитивной психологии и здравого, конечно, смысла. Ну, так вот, есть такое значение, как, знаете, искаженное восприятие. Ну, может быть, вы и сами чувствуете, подзастрял, а нет. Тут, и, может быть, и подзастрял ты тоже, но по аркану влюбленный – это какой-то выбор. А что это? Может быть, это у кого-то в личной жизни. Вот посмотрите, как будто по бокам словно оковы, путы какие-то были. С одной стороны, уже и сам где-то под раскис, потому что у кого-то, может быть, много усилий приложил, а ну, как вот такое бывает в нашей жизни, словно тебя отбрасывает снова
назад, да? Но тут и, опять же, планетарно такое могло быть. А с другой стороны, уже вроде бы и время-то наступает, да, активничать. А мы как будто бы раздумываем, мешкаем. А тем не менее, смотрите, выпадает Верховный Жрец. Мы говорим часто по этой карте как по судьбе. Ну и не только, конечно, у кого-то может быть, к примеру, или в личной жизни выбор, или это по работе выбор. И это тот выбор, который так с нахрапа, да, вот есть такое выражение, его сделать невозможно. Вполне допускаю, что это связано с другими персонами или еще с какой-то ситуацией, на которую вы не влияете, вот как обстоятельства внешние. Но вы явно не случайно столкнулись, вы какой-то жизненный урок, мои дорогие, проходите. И у кого-то из вас вполне вероятно, может быть, вам уже довелось общаться на несколько новом уровне. И у кого-то из вас абсолютно точное желание строить карьеру. Почему я так говорю? Тут не совсем по картам понятно, потому что действительно две паузы. С одной стороны, это мы уже сами, нас что-то не устраивает. Вот я сейчас и скажу то, что я хочу сказать. А с другой стороны, ну, может быть, и какой-то момент, когда мы, ну, уже вроде как, может быть, и усталость, может быть, и апатия, может быть, было много работы. Вполне вероятно, ведь и такое. У кого-то из вас, знаете, могла быть ситуация, а у вас, вот к чему я веду, почему остановилась. Если мы немножко так, выбор, и теоретический выбор может быть именно по части ваших достижений, работы, построения карьеры. Так вот, у кого-то эта карта, к примеру, будет обозначать, что вы что-то сделали, вы, может быть, как-то проявились, да? Ну, может быть, проект даже какой-то развивали и взяли на себя, выполнили какую-то громадную работу, а бонусы получил другой. Вот, кстати, я такое допускаю. Потому что я не случайно говорю по судьбе. На последующие 7 лет, мои дорогие, это даже тут не только с 10 днями, но вы вот именно можете что-то подобное для себя определять или продумывать какую-то стратегию. Потому что на последующие 7 лет, пока у нас будет Уран в знаке зодиака Близнецы, многие из вас будут строить карьеру. И может быть побудительный мотив вот какая-то несправедливая ситуация на работе. Кто-то из вас может открыть бизнес, это непонятно не за один день, но это вот, знаете, сейчас вы проходите такую прелюдию перемен, правда. А ведь Уран-близнецы перейдет 26 апреля, то есть, по сути дела, это через месяц. И понятно, за одно мгновение такие решения мы не принимаем, поэтому вот такой подготовительный период может быть. А у кого-то будет желание вообще поменять работу, кто-то может поменять сферу деятельности, кто-то будет строить в карьеру и добьется больших высот из вас, мои дорогие, а кто-то добьется в своем личном деле, может быть, в творчестве, или это будет дело, ну вот именно дело само, да, как бизнес, вы тут тоже добьетесь большого успеха. Так в жизни бывает, что какой-то минус часто бывает, служит триггером, точно минус есть, разочарование. Это ведь, знаете, это как предательство мы расцениваем. У нас это несправедливость именно какая-то была в отношении вас. И, видимо, говорят, сколько веревочка не вейся, а конец будет. Так вот, пусть это даже у кого-то переложите, может быть, и по личной жизни. И я это не отрицаю. Все же аркан влюбленный. Выбор есть, но тут ведь, знаете, как и по личной жизни может быть тоже какая-то заминка или развилка, наоборот. И вот так тоже бывает. Потому что, ну, явно тоже опыт есть. Разочарование определенно есть. И тут мы понимаем, нет, я лучше сейчас остановлюсь, нежели какую-то ситуацию вот именно брать, может быть, на себя ответственность или пытаться, как всегда, вот что-то сделать. Вот вы пытаетесь пронаблюдать, может быть, это как знак судьбы, и действительно вам дается не случайно эта ситуация, словно высшие силы, вам дают время, возможность, чтобы вы очень рационально с чем-то определились. Вот так вот неожиданно. Это точно. По четверке мечей как будто мы должны, ну так иносказательно, одеть шапку-невидимку. Как будто то мы есть, то у нас нет. Мы пытаемся уйти от какого-то вопроса, не участвовать в том, к чему, может быть, люди привыкли. Настолько привыкли, что, ну, как должен, да, вот такой момент. Я такое могу допустить, потому что явно у кого-то из вас непростая ситуация сейчас.
Может быть, у кого-то не только в личной жизни, но и на работе, ну вот как-то по всем статьям. Но, видимо, вот эти 10 дней марта, они для вас важны, когда вы с чем-то определяетесь. Понятно, повторюсь, за один день мы ни работу не поменяем, хотя можно. Вопрос лишь в том, если это на импульсе, останемся ли мы довольны, правда? А тут вот именно рационально нужно подумать. Более того, эта карта о чем говорит? Ведь мы часто говорим, что отдыхай, нам советуют, приведи мысли в порядок, приведи тело в порядок, займись собой. Как будто тут надо, знаете, наблюдать за тем, что вокруг происходит. Может быть, и люди такие, которые, знаете, как будто, между прочим, к вам обращаются. И в то же время ты им сделал добро, а они потом, как будто ничего не было, как будто не было запросов, как будто не было обращений, не было вообще никакого взаимодействия. Недаром у нас человек, который прорисован на карте, он вооружился тростью и проходит мимо, мои дорогие. И если мы вот так, дверь закрыта, да, но человек как будто даже туда трость свою не направил, он как будто позиционирует себя как плохо видящий, хотя тут тоже есть вопрос, если мы закроем с вами просто вот эту трость, обычный человек в темных очках прогуливается мимо. То есть он раздумывает, может быть, он наблюдает или желает остаться неузнанным. Вот и вам, шапку-невидимку, самое время включить змеиный режим. Больше толку будет, это факт. Поэтому вы все правильно делаете, мои дорогие. Вот у кого откликнулось, я допускаю, мы ведь все разные, правда? Вот у кого откликнулся вот первый, вот именно как знак судьбы или что-то подобное, вы чувствуете, или с событиями перекликается, в душе откликается, где-то вам близко. Поверьте, это самая правильная тактика, потому что вот ваша задача не открывать, кому попало двери, буквально. Нам показано это у нас туз пентаклей, это карта шанса. А вот именно этот шанс, понимаете, его нужно как ухватить, себе сказать «пора». Окончательно с чем-то определяемся. Да, двери закрыты. Понимаете, как меняется ситуация? Потому что она, может быть, и внешне меняется, зависит от людей, возможно, от каких-то более глобальных вещей. Тут смотря с чем вы работаете, чем вы занимаетесь, или пусть даже личная жизнь, но насколько вот внешняя обстановка оказывает влияние на вас тоже. Вот все ведь все равно, как будто недаром вот выпал вам Верховный Жрец, как будто это так правильно. Но карта шанса, значит, тут у вас что-то все равно, как минимум, какое-то желание вот-вот исполнится. Но нужно хорошенько подумать, что ты будешь с этим делать. Вот двери закрыты, а ключики у вас должны быть в руках. Поэтому, если вы, пусть даже работа, сделал работу, значит, должно быть соответствующее вознаграждение. Или мы говорим взаимный энергообмен. Ну и в личной жизни, понятно, также. Третий знак судьбы. Ну вот это вы, как, может быть, такая энергия для вас сейчас где-то советует. Король Пентаклей. Быть очень консервативным человеком. Может быть, я предполагаю и вот именно такой момент. Хотя вы можете столкнуться с таким человеком. Я не исключаю, по этой карте у нас идут и близкие, идут супруги даже. Но это могут быть и чиновники, люди, которые и денежные, те, которые сделали сами. Но все же мы вам смотрим, мои дорогие львы, поэтому это такая своего рода подсказка. Это ты должен, лев, вот как будто твоя дверь, как дверь в сейф, да? Открыл, посмотрел, проверил, порядок и закрыл. Вот почему, может быть, вот этот туз Пентаклей где-то и говорит, ты пока не торопись. Кстати, король Пентаклей это не тот, который, сломя голову, куда-то несется. Возможно, у вас какая-то финансовая история, которую вам тоже нужно выровнять. Но ведь для кого-то здесь именно может быть помощь. Да, тут, скорее всего, есть какой-то человек, который может вам оказывать содействие. И тогда будьте готовы, мои дорогие. Пусть один. Но этот человек, возможно, это даже кто-то на работе, руководитель. Но тут вот именно более такого высшего звена. Здесь не с вами наравне. Пусть вы даже сами руководитель, значит, это какие-то вышестоящие инстанции. Или, ну, может быть, какой-то протеже, тут у каждого по-своему. А может быть, это просто добрый друг, но ресурсный, да, такой человек. И я также не исключаю, что это может быть и чиновник, с которым вам придется говорить. Или, может быть, для кого-то из вас, к примеру,
Вы ищете работу, и вы пойдете на собеседование. Рядом карта двойка пентаклей. И посмотрите, нам ныряльщики показаны, да, синхронное плавание. Дверь, как ни странно, вот, то есть дверь таки есть, но она на дне бассейна. И до нее доплывать не нужно. Синхронизировать плавание, синхронизировать общение, правильно выстроить разговор, использовать все рычаги дипломатии, мои дорогие. И вы можете решить как и вопросы по статусу, по личной жизни и по деньгам-то тоже. Правда, у вас будет какой-то шанс. Ладно, давайте будем узнавать, что подскажет Таро. Так что ж там скоро произойдет для львов? Что ждет львов? Правда, деньги, мои дорогие, ждут. Вот так вот конкретно нам говорит карта. То есть деньги получите, и, может быть, все же какой-то бонус вам, ну, причитается. Не случайно у вас туз пентаклей. По крайней мере, карты нам говорят о том, что если мы даже спросили, какой поворот событий, то здесь может быть либо возможность заработать, и тогда тоже нужно, да, дипломатично вести беседу, чтобы это была работа в никуда, а словно договариваться на берегу. Но вот давайте я еще одну карту достану. По одной карте, так мы бы просто сказали, что деньги будут, это правда. Но какой поворот событий? А это, по сути, ваша карта. Я вот часто говорю по королеве жезлов, это тот человек, который прошел уже какой-то опыт. И он знает, в чем он будет участвовать, а в чем точно нет. Причем красиво так раз и налево. Ну, бессмысленного чего-то не должно быть. Лучше хранить молчание, где-то карта снова подтверждает. В чем-то не участвовать, чем выложиться наизнанку, а никакого эквивалента не получить, а только разочарование. Так вот, королева жезлов – это та, которая умеет правильно распоряжаться финансами и работать с информацией, договариваться. Вот тут действительно у вас какая-то денежная тема, рабочая может быть тема. Я не исключаю, что для кого-то это может быть и страстная любовь. По полу карту мы не рассматриваем, просто для мужчины это может быть даже такая женщина, девушка, которая очень притягательна, словно магнит. Всегда очень деятельная и интересная женщина. А для вас, мои дорогие девочки, вот я говорила, это вы сами. Но тут именно лев играет первую скрипку. И поэтому какой-то поворот событий, я так вижу, либо с вашей личностью связан у кого-то, да? Это где-то аспекты работы, документов или ваши планы. А для кого-то это может быть именно через личную жизнь. Ну, может быть, знаете, когда же это для мужчин. Если есть такая женщина интересная, притягательная, она тоже может быть, знаете, занята работой, занята какими-то своими достижениями. У нее может что-то в жизни происходить такое, когда, ну, она не будет только, знаете, как домашней кошечкой. Будьте к этому готовы. Ну, по крайней мере, судя по этой карте. Потому что это честолюбивый человек. И это, в общем-то, правильно. Ладно, пойдем с вами дальше. И следующая карта. Что же идет в вашу жизнь? Что спешит на ваш порог? Фантастика. Карта императрица. У вас действительно может быть сама по себе какая-то радость, пусть даже незначительная, но она придаст такого вдохновения, что вы горы можете свернуть. Хотя тут с горами или горы надо ставить на месте, судя по предыдущим картам. Тут сейчас, ну, явно вопрос не в спешке. Карта императрица нам где-то говорит: надейся сам на себя. Но ведь это статусная карта, поэтому все то, что я говорила, у кого-то есть возможность поменять статус, либо по работе, но у кого-то и в личной жизни. Так а что же прояснится? Глядя на все эти три карты, я могу сказать, мало-помалу проясняются вопросы статуса, вопросы у кого-то личной жизни, для кого актуально, и вопросы денег. Потому что прояснится? Придет какая-то радостная весть или состоится какой-то важный у вас разговор, когда больше будет определенности. Держите марку, правда. Если даже и нужно разговор какой-то важный, да, может быть, состоится беседа, с важным человеком контакт, тогда вот эту нить разговора надо постараться именно самому как будто разговором управлять. Потому что тут могут быть, ну, как вопросы, ответы, обсуждения, понятно, да?
Но вам тут как будто, понимаете, вот эта тонкая грань, когда и чего-то не упустить, и на что-то маленькое не согласиться. Почему на маленькое? Или знаете, когда мы, ну вот нам что предложили и все. Нет, тут нужно как-то себя проявлять, потому что вопрос статуса стоит. Ну вот подумайте об этом. Что ждет львов в любви, в личной жизни? Ну, по семерке Пентаклей тут, в принципе, где-то в одном формате, в одном ключе. Может быть, это какая-то история, которая стояла на паузе. Все же 10 дней не такой большой срок, хотела я сказать, но все же давайте еще одну. Ну вот она, девятка. Выпадает опять мечей, по сути дела, когда в нашем раскладе, в моем раскладе, выпадают две карты, но это касается как бы разных колод. Карты заостряют внимание. Это само по себе как знак судьбы. Поэтому все то, что я говорила, я так думаю, у кого сейчас все хорошо, ну, пусть какие-то шероховатости, скажем, относительно хорошо, относительно понятно. Ну, даже если и бывают какие-то нюансы, но в принципе, ну, даже если есть какое-то разочарование, это вы как порядок будете наводить в чем-то, да. Но тут не будет, наверное, каких-то глобальных изменений. Тогда скорее это будет сместиться как бы вот в плоскость, может быть, работы, достижений у кого-то документов или взаимодействия, может быть, даже с семьей, с вашей. Хотя я не исключаю по девятке мечей, что это просто какое-то известие, ну, может быть, от кого-то из ваших, либо родственников, может быть, и близких. Но эта карта ни о чем. Эта карта, я так больше вижу, она именно к вам относится. Вас что-то не устраивает. И не обязательно ведь это про любовь. Это опять же вопросы личности. Это то, что мы на работе, вот все то, что я говорила. У нас там все произошло, или состоялся какой-то разговор, и, может быть, не очень приятный, или ситуация тоже таковая же. А мы это приносим домой, начинаем додумывать. Вот тут явно этим заниматься не нужно, мои дорогие. Здесь отдыхайте, все же у нас четверка мечей, приводи мысли в порядок. Ваши достижения. Вот самое время ухватить, словно жар-птицу за хвост. Но не бездействовать, мои дорогие. К вам возможность придет совершенно как будто с другой стороны. Будьте готовы к тому, что у вас именно альтернативный вариант. Вы, может быть, и представляете, что какое-то предложение должно поступить в определенном формате. Тут точно будут не избежать. Может быть, это даже какие-то по части вашей работы с высокими чиновниками, инстанциями или с руководителями, с каким-то очень важным человеком. Здесь от человека либо может состояться, как я говорила, разговор, вот будьте внимательны. И здесь может, знаете, все же аркан император, это может говорить о том, что человек как будто вот так будет, может быть, задавать вопросы наводящие, пытаться представить, что вы, в принципе, представляете из себя, или ваши какие-то таланты, ваша экспертность, ваш профессионализм, все-таки мы на работу смотрим. Но это может быть и как вопросы документов, которые вы решаете сами. По сути дела, это организация. Организация как и нашей жизни, но так и буквально учреждения. И высокие чиновники, представители закона, представители власти. Но вам вот именно сейчас порядок нужно в собственной, как будто жизни навести. С учетом планетарных транзитов я даже допускаю, что у кого-то через работу могло состояться знакомство. Или пусть вы человека знали, но дружба какая-то такая более близкая, она вот развилась совсем недавно. Последние месяцы, может быть, я тоже такое не исключаю. Или может, кстати, что-то подобное произойти на будущий период. Вот тоже будьте внимательны. Тут не все так однозначно. У кого-то, мои дорогие львы, тут и правда, и достижения, и личная жизнь. Но вообще интересно, а что по деньгам? Но знаете, 15-й аркан, карта дьявол, я надеюсь, все правильно понимают. Любая карта, она имеет несколько значений. Либо не только, да, как мы говорим, плюс или минус. Но либо это говорит о том, что, к примеру, когда у вас
сейчас хорошая физическая форма. Или когда вы укрепляете, как бы, да, вот бодрости больше становится, когда и правда жизненных сил. Тут и, собственно, когда у нас Солнце войдет в Овен с 20 числа, так у нас у всех оптимизма прибавится. Я, по крайней мере, на это искренне рассчитываю. И это первое, да, то есть физическую силу дает, выносливость дает, дает еще что? Возможность, правда, заработать деньги. Но это же дьявол, он великий шутник, поэтому он играет. И значит, мы говорим, не вкладывайся, если вы желаете какие-то инвестиции делать. Ну, наверное, не самое удачное время. Я бы сказала, повремените или все просчитайте. Или как-то тут надо очень аккуратно действовать, мои дорогие. Потому что вот не участвовать в какой-то игре. Но если мы говорим, и я у кого-то допускаю, может быть какая-то сумма, которую вам раньше не выплатили, не рассчитались с вами, то теперь вы все-таки получаете эти деньги. Тут явно будет приход каких-то денег. Может быть, эта ситуация у кого-то обратная. Это вы где-то хотите, ну, как мы зависим, да, от каких-то обстоятельств, именно денежных, финансовых. И вы хотите погасить кредит или нужно проплатить кредит. Я все равно скажу, даже у тех, мы ведь все разные, у кого действительно, вот, ну, как тема номер раз, это финансы, то тут вы все равно найдете какую-то конфигурацию, чтобы, ну, деньги есть, деньги будут. Может быть, через помощь людей, я не говорю, что это будет быстро, но карта нам все же самое главное, о чем говорит. Не рискуй деньгами. Может быть, и не прикупить что-нибудь такое эдакое, да, чтобы себя потешить. А тут надо именно на последующий период сохранить. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации и все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.